Сегодня мы поговорим о такой важной теме, как отсутствие любви к себе у людей, которых родители не любили в детстве. Дело в том, что когда ребенок появляется на свет, он полностью зависит от милости других людей. У младенцев нет врожденных сил, интеллекта или каких-то особых навычек, которые помогали бы выжить. Они не могут сражаться или просить о помощи, уходить или отстаивать свою позицию. Выживание ребенка зависит исключительно от его способностей смотреть на родителей своими огромными, красивыми, невинными глазками и очаровывать их, чтобы те заботились о нем. Вот эта способность привлекать к себе любовь гарантирует, что младенца накормят, оденут, защитят и тем самым сохранят ему жизнь. В обмен на это дети выражают безоговорочное восхищение своими родителями или опекунами. Они от природы обожают и безмерно восхищаются теми, кто берет их на ручки, купает, подогревает молоко, меняет подгузники. Они трепещут перед этими великанами, которые умеют обращаться с бытовой техникой и могут достать мяч, залетевший на высокое дерево. На этой стадии у детей нет желания ставить под сомнение авторитет взрослых. Учитывая, что на карту поставлена их жизнь, маленькие дети инстинктивно очень чувствительны к тому, насколько хорошо они справляются с привлечением на свою сторону покровителей, от которых зависят, и которыми они безмерно восхищаются. Если дети чувствуют, что их любят, они могут расслабиться и заняться многими другими вещами, которые так важны для них в раннем возрасте. Они учатся есть твердую пищу, выясняют, что такое розетка, как работают те или иные кнопки, обучаются словам. Но если любви недостаточно, картина значительно усложняется. Если по каким-то причинам родители не были очарованы ребенком, если они не обращали на него внимания, когда это было необходимо, ругались между собой при нем, или даже срывались на ребенке, изливая на него свою злобу и даже применяя насилие, ребенок инстинктивно чувствует, что если он каким-то образом не исправит ситуацию, ему грозит серьезная опасность. В крайнем случае, его могут оставить где-нибудь умирать. В этот момент наша биология запускает отчаянный, но чрезвычайно разрушительный процесс. Ребенок начинает стараться на пределе своих возможностей. Он удваивает усилия, чтобы очаровывать, быть хорошим и делать то, что от него могут ожидать. Чтобы как-то объяснить неодобрение или вред, наносимый родителями, он задается вопросом, что с ним не так. Потому что еще не знает другой альтернативы, кроме как искать ответы в своем собственном характере и своем собственном поведении. В то же время ребенок сопротивляется мыслям, которые обычно присущи только взрослым людям. Он не злится и не обвиняет окружающих, которые не заботятся о нем так, как должны. Такая смелая мысль не принадлежит беззащитности первых лет. Мы не в состоянии бросить вызов нашим защитникам, когда едва способны дотянуться до дверной ручки, не говоря уже о том, чтобы открыть кран или приготовить себе еду. Цинизм поселится в нашем сознании только тогда, когда мы, образно говоря, обзаведемся собственным ключом от входной двери или собственными деньгами, которыми мы сможем распоряжаться. Для ребенка интуитивно проще задаваться вопросом «почему я ужасен?», чем жаловаться на несправедливое и недоброжелательное обращение к себе. Поэтому маленькие дети и превращают нанесенную им психологическую травму в неприязнь к себе. Они не спрашивают, почему родители не заботятся обо мне. Они спрашивают себя, как я мог подвести этих замечательных людей. Им проще ненавидеть себя, чем сомневаться в тех, кто должен их защищать. Стыд заменяет гнев. И так начинается разрушительная спираль ненависти к себе. Нелюбимый ребенок, вырастая, начинает задумываться о своих собственных недостатках. Он начинает чувствовать себя глупым, злым, эгоистичным, физически уродливым, раздражающим или поверхностным. И при том, что его родители могут быть алкоголиками, наркоманами, садистами, депрессивными или самовлюбленными,
Они могут быть не в состоянии приготовить нормальную еду, но для ребенка это не имеет никакого значения. Ведь для него эти люди все равно большие, сильные и впечатляющие. С годами многие события из нашего детства забываются. Подросток или молодой человек не помнит, что именно произошло с ним в раннем возрасте. И родители могут быть заинтересованы в том, чтобы он никогда этого не вспомнил. Потому они притворяются, словно ничего и не было. Или даже сами не понимают, что это могло нанести какую-то травму. Но вот этот нелюбимый ребенок и сам не может понять, что его чувство стыда, ненависти к себе и так далее имеет какое-то конкретное происхождение. Он может воспринимать это как нечто, с чем он мог родиться. Какое-то природное явление. Например, плохая погода или грипп. Исцеление приходит к нам только в тот момент, когда мы осмеливаемся предположить то, что изначально кажется нам абсолютно неправдоподобным. Что наша ненависть к себе вовсе не нормальна. И что она возникла в результате психологической травмы, полученной нами в детстве. И что теперь, во взрослой жизни, нам не нужно уважать и восхищаться теми, кто отказывает нам в любви. Что теперь мы уже способны понимать, задавать вопросы, злиться или оплакивать то, что мы не получили. И в конце концов, мы не такие уж презренные. Просто у нас до сих пор не было никаких лучших идей, чтобы объяснить, почему мы не смогли очаровать тех, кто должен был любить нас и заботиться о нас с самого начала.